вначале, а потом я перейду. Все, кажется, мы в эфире. Дорогие друзья, всем привет! Приветствую вас в этом спонтанном эфире, который мы сегодня запланировали сделать. Сегодня мы покажем стрижку, точнее Сергей покажет стрижку. Я рад вам представить этого прекрасного мастера, преподавателя школы 7 образов, преподавателя стрижек. Что еще? Сильно много не хочу сейчас говорить, в основном все свое слово передам Сергею. Надеюсь и уверен, что этот эфир будет полезен каждому из вас. Я приглашаю вас участвовать, потому что ваше участие – это необходимый процесс нашего активного обучения. Поэтому, если у вас будут возникать какие-то вопросы, независимо от того, смотрите этот эфир вы в записи, либо вы смотрите его в прямом эфире, пожалуйста, пишите ваши вопросы, и мы с удовольствием ответим. Я всегда буду за кадром, поэтому мы с вами будем на связи вести диалог. Я передаю все внимание Сергею, и давайте начнем наш сегодняшний эфир. Спасибо, Миш. В общем, друзья, всем привет. Я сегодня в гостях у L'Oréal. И сегодня мы будем работать вот с такой красотой. Фоточка до у нас есть. Михаил ее обязательно нам покажет, потому что очень важно, чтобы вы понимали структуру волос. Это первое, да, с чего мы должны начать. Если у вас есть структура, если вы понимаете, как с ней правильно работать, у вас, по сути, уже практически стопроцентный результат. Конечно же, нужно понимать, обязательно понимать, что любая геометрия, которую вы выбираете изначально, она выбирается для конкретного типажа, для конкретного человека. Вы также должны понимать, что этот человек, условно говоря, с этой стрижкой не будет заморачиваться много и будет максимальный комфорт. Конечно же, все, что мы с вами делаем, давайте посмотрим сейчас на лицо, да. Сейчас до этого у нас был профиль. Профиль у нас в принципе прямой. Вы видите, что никаких нюансов нет, не выпуклый, не вогнутый. Он достаточно прямой профиль. Поэтому здесь можно работать с разными формами. Если посмотрим прямо на лицо, вы опять же видите, что никаких таких видимых дефектов, когда нужно где-то что-то расширять или заужать, тоже нет. Вот. То есть, по сути, мы будем сегодня работать по принципу повторения в технике линии. То есть я буду повторять стабильную контрольную, я покажу, как она правильно накладывается, как работать с наклонами головы, да, это тоже очень важный момент. Покажу, что значит наклон 3/4, потому что многие говорят, что это за такая история, для чего это нужно. Сегодня вы это увидите. Вот. Ну и, конечно же, немножечко поработаю со слоями. Хотя волос, он достаточно тонкий, и не всегда я рекомендую, особенно для блонда, создавать слои. Поэтому мы совсем минимально их добавим. То есть основная геометрия будет построена на линии. И совсем небольшое движение создадим для более активного и подвижного дизайна. Вот. Ну, я думаю, что приступим, чтобы много времени не занимать. До начала стрижки немножко нанесу масло. Это Metal Detox. Оно поможет нашей блондиночке сохранять красоту много-много-много дней до следующего окрашивания. Да? Почему? Потому что у нас основная тема для блонда, что все боятся желтизны, правильно? А именно этот продукт поможет избежать этого. Михаил в своих прямых эфирах много рассказывал об этом продукте. Если интересно, можете прямо зайти на официальный сайт, посмотреть, как это работает, этот продукт. Но сейчас не об этом. Сейчас мы говорим о стрижке. Нанес небольшое количество масла. Во время стрижки оно очень хорошо распределится по волосам, что является большим плюсом. И обязательно я нанес это сейчас на влажные волосы. Мне очень важно сохранить влагу. Вы понимаете, что если влага из волос ушла, то вы, по сути, что получите? Вы получите такой, вы знаете, пушистый, скажем так, результат. И вам надо будет постоянно доувлажнять. Я постараюсь сделать так, чтобы стрижка у нас выполнилась на той влаге, которая есть сейчас в волосах. И это очень прикольно. Значит, смотрите, первое, с чего мы начинаем, это всегда с разделения на секции. Но мы должны определиться, куда будет основное направление, как носит клиент. Маш, да? Как в основном пробор? Центр, лево, право, как привычно? Право, да? Больше вот слева направо, да? Ну да. Справа налево. Пробор справа, но перемещается влево. Окей. Значит, смотрим. Я нахожу естество, да, то есть сейчас расчесываю полностью, чтобы у нас получился такой эффект распада. И немножко, вот смотрите, я толкну волосы, да, вот чтобы где-то вот появился наш пробор.
Вот он, наш пробор, да, примерно, плюс-минус. Ну, вот он и есть. Старайтесь всегда пробор привести ближе к центру, ближе к распаду. Это очень важный момент. Почему? Потому что если вы его выполните вот таким образом, да, то что может произойти? Вот здесь будет больше объема, а здесь будет такая пустота. Поэтому все-таки я рекомендую приводить всегда пробор от определенной точки ближе к центру. Далее, от центра я распределю волосы таким образом, чтобы получился баланс. Да? Как проверить баланс? Можно просто поставить пальчики за уши, да, и посмотреть расстояние примерно. Это, знаете, это как прицелы, два прицела. И вы смотрите, вот вы соединили пальцы на проборе центральном, и смотрите расстояние, есть ли у вас баланс. Это очень важно. Если ваш пробор он будет где-то смещен влево или вправо, то 100% даю вам гарантию, что вы получите асимметрию. Да, вам будет некомфортно работать. Так, распределили волосы, да, разделили на секцию, это наш первый этап. Теперь мне необходимо отделить пробор от уха до уха. Это вертикальное сечение. Для этого необходимо голову держать пряменько и разделять просто ровными проборами. Если вдруг получится так, что один из проборов, к примеру, там, да, не сошелся, то есть один, например, вот здесь, а другой вот там. Я не знаю, как это показать. Прямо давайте вот так вот наклоним. То есть если наши проборы вот так вот в шахматы ушли, то по сути ничего страшного не произойдет, если вы работаете в технике линии. Но если вы работаете со слоями, это должно быть точное разделение. Но я всегда своих учеников и студентов, можно их так назвать, всегда тренирую таким образом, чтобы они все-таки добивались максимально баланса. Поскольку, нанеся проборы, вы получаете пространственную ось. Что такое пространственная ось? Это вот некий такой вот крест, да? Перекрестная история. То есть один пробор по центру, другой пробор от уха до уха. Таким образом вы рисуете пространственную ось. И ваше тело тогда легче центрировать. То есть вы можете привязаться к этим проборам и легче ориентироваться в пространстве. Особенно, когда вы не работаете с зеркалом и не видите прямого ракурса зеркала. Да, вы в пространстве можете потеряться. А именно это разделение вас приведет к тому, что вы четко привяжете свое тело. Далее, до начала первого среза мы должны определить, какая же будет длина и какое мы выберем направление. Направление в данном случае я буду выбирать по наклону скулы. Уже ни для кого это не секрет, я думаю. Да? Посмотрите, вот он наш наклон. Да? Думаю, это видно. Оп. Вот наклон скулы. Да? Он составляет, если брать от нулевой точки, от горизонта, около 30 градусов. Не нужно делать резкое удлинение. Это приведет к сильной динамике волос, и могут быть проблемы с укладкой потом у Марии нашей. Вот. Далее, наклон головы вперед использую, это первый мой наклон. Далее покажу еще, какие варианты будут. Наклон головы вперед для чего нужен? Для того, чтобы я не гнул спину. Если вы будете работать с прямым положением, кресло низкое, либо клиент невысокого роста, вы будете работать вот так, это не очень красиво. Когда я наклоняю голову вперед, обратите внимание, даже при этом же положении я не буду сейчас менять основное направление головы. Я отделяю треугольный пробор, фиксирую клеммой. Опять же, я не закручиваю жгуты, чтобы не тратить лишнего времени. Раз. С противоположной стороны то же самое. И фиксирую жгутом. Далее, как я уже сказал, я наклонил голову. И это мне позволяет работать в нулевой проекции. Я беру центральный блок. Вот он, центральный блок. И примерно представляю, где же мне задать первую длину. Мы уже сказали, что у нас будет направление треугольника. Я не хочу много убирать у лица. Но вы видели на фоточке до, что это слабая зона. Мне необходимо переместить основную массу именно к лицу и убрать лишнюю массу на затылке. Я найду здесь такой ориентир, наклон головы. И вот где вот такая вот впадинка получается, когда вы наклонили голову, это будет первая длина. И от нее провожу тот наклон, который мы с вами определили. То есть вы видите от этой точки вот к этой, вот это уберется. То есть уберется самое тонкое, да, и останется наш наклон.
Все, я определил длину, могу выполнять первый срез. Направление волос в естество, полностью естественно. Прижимаю зубьями расчески, не обушком, чтобы волосы не выворачивались, а именно зубьями. Хотите мелкими, хотите широкими. В зависимости, какая структура волос у вас, с какой структурой вы работаете. И сдаю первый срез. Первый срез задаю вдоль горизонта. Многие мастера, я знаю, когда начинают работать, они сразу же пытаются построить здесь некий треугольник, чтобы получить удлинение. Это не совсем правильно, потому что вот эта часть шеи, она имеет плоскость. Наклон будет двигаться немножко дальше. На вот этой плоскости я не рекомендую строить домик, иначе ваши волосы опять вывернутся. Я срезал центральный срез, да, такой вот блок. Теперь мне нужно срезать наклон. Для этого я перемещаюсь в теле, стою напротив той секции, которую пытаюсь срезать, и выполняю наклон 3/4. Это не всегда удобно клиентам, но это очень удобно мастерам, поскольку задав этот наклон, вы четко сможете оценить ваш угол среза. Вот я задаю угол среза, который будет параллелен, скажем так, нашей скуле, которую мы изначально с вами определили. Я пока делаю это грубо, потом мы все почистим, сделаем чисто. Перехожу на противоположную сторону. Опять выравниваю голову прямо. Касаюсь двумя руками. К телу мои руки как бы одинаково прижаты локтями. Я касаюсь головы и наклон 3/4. Это тот наклон, который обеспечит мне такую же линию наклона в срезе. Раз. Два. Опять же, еще раз говорю о том, что не пытайтесь что-то сразу детализировать очень мелко. В любом случае, когда вы измените, скажем так, высушите волосы, когда структура поменяется, оставшиеся волосы, которые мы еще не простригли, всегда надавят на линию. И может что-то отсюда появиться, и вы всегда в конце стрижки это сможете доработать. Не тратьте на это много вашего времени. Мне необходимо стать теперь прямо, да, и проверить баланс. Я должен убедиться, что у меня с двух сторон все одинаково. Проверили, посмотрели. Вот здесь чуть-чуть длиннее я дорабатываю. Опять в том же положении. И нахожу вот этот небольшой угол. Все, как только я понял, что с балансом вопросов нет, я могу дальше работать без, скажем так, без всяких загонов. Вот. Думаю, что данный дизайн вы выполняете практически каждый день. Но понимая четко каждый шаг, что вы делаете, для чего вы это делаете, как это будет лежать, да, что это даст клиенту. У вас, конечно же, когда вы это все понимаете, каждую детальку, у вас рождается такая, знаете, внутренняя энергия, типа уверенность. Всегда вы более убедительны перед своими гостями, вы четко знаете, что делать. У меня как-то одна девчонка пришла на обучение, говорит: Сергей, у меня в городе есть одна девочка, которая очень круто делает каре. То есть я говорю, что получается? Она мастер по каре. Она говорит, ну получается так. И она говорит, я хочу быть второй в нашем городе, потому что это востребовано. И именно треугольная геометрия востребована. Почему треугольная? Потому что когда люди, скажем так, решаются на какие-то изменения, они не всегда хотят сразу же что-то короткое сделать и не понимают, как это будет выглядеть. Поэтому им всегда хочется сохранить какую-то длину лица. Это первая причина. Вторая – это то, что, как вам объяснить, виски, они всегда более слабые, да? Особенно в блонде. И для того, чтобы сохранить, скажем так, плотность и сделать вот эту гармонию, люди как раз-таки выбирают, ну, я имею в виду клиентов, именно треугольную геометрию. Вот. Ну, еще одна из причин выбора треугольной геометрии – это нарисованные скулы. Потому что после данной стрижки вы увидите, как скулы намного станут выразительнее и ярче. А это всегда нашим модницам очень-очень нравится. Да? Все же рисуют все скулы, правда? Добавляют их. Но кому не подойдет, скажу тоже два слова буквально, чтобы вы понимали. Худощавым клиентам, с острыми чертами лица, с теми, у кого, ну, как сказать, для тех, у кого и так скулы ярко выражены.
или там подбородок острый, или, знаете, вот бывает такое, что есть такой профиль, он называется вогнутый, когда подбородочек вот так вот торчит, и лоб, а носик и как бы вот эта вот вся часть утоплена. Тоже не рекомендую делать эту геометрию. Но это такая специфика определенная. Да? Я продолжаю работать в той же технике. Работаю в 3/4 с наклоном. 3/4 мне позволяет расчесывать волосы вниз, но при этом голова наклонена. И обращайте внимание, я прикладываю зубья расчески, не обушком прижимаю. То есть обушок, он как бы вот здесь вот такую полосочку создает. И ваши волосы начинают подниматься. И в этот момент вы, когда режете, вам даже сложнее их срезать. Когда вы прижимаете зубьями, вы просто их фиксируете, чтобы они не убегали никуда от ножниц. Но при этом нет перелома, вы не ломаете прядь. А для тех, кто в теме, да, вы понимаете, насколько это важно. Просто многие мастера, они даже не работают в нулевой проекции. Да? Кому-то это неудобно, они берут волосы в пальцы. А еще хуже, вспомните, может быть, себя, когда вы начинали. Вы подворачиваете волосы кверху. То есть это совсем проблема. Да? То есть если вы работаете вот так, то, скорее всего, вы не работаете с наклоном. И вы все это делаете лишь для того, чтобы увидеть, что срезать. Потому что вот так вы не увидите. Вам нужно будет что-то там вот подсесть под эту прядь, прям, чтобы увидеть, что срезать. И чтобы вам было видно, вы берете и выкручиваете прядь. И начинаете стричь. Ребят, ну как бы... Все с этого начинали, я знаю, и я этим грешил когда-то. Но сейчас мир изменился. Я скажу, что мы недавно подбивали количество учеников, сколько мы уже обучили за эти годы. У нас получилась цифра 2200, ну там 2200 с копейками. И мне очень приятно, что вот это вот количество людей в Беларуси, ну не только в Беларуси, у нас есть еще из других стран ученики, но мне очень приятно, что они теперь варятся в одной и той же системе, вместе с нами, вместе со всем миром. Если вот так вот глубже копнуть, то по сути так работает очень много школ, да, и причем школ зарубежных, европейских, американских, да, чуть-чуть корректирую. Также не будет лишним, если работаете с блондом, либо со сложной краевой линией, если вы будете выполнять небольшой нахлест каждую прядь на прядь. Это поможет волосам вовнутрь лечь. Хотя это уже обеспечит то, что, ну, как бы ваш наклон головы, он, по сути, уже создает вам нулевую проекцию. То есть ответ тут очень прост. Если мы приложим по касательной расческу, между расческой и шеей вы увидите пустоту. Соответственно, если вы с прямым положением работаете и не прижимаете волосы, а если еще хуже, вы их поднимаете или выкручиваете, то вот этот вот заворот вовнутрь будет очень сложно получить. Ваши клиенты будут просто страдать и думать, почему я, так подстриглась, какая неудачная стрижка, как она сложно укладывается. Но все это, друзья, просто ваши ошибки. То есть она здесь ни при чем. Мне как-то на днях спросили: Сергей, а мне подойдет короткая стрижка, там, да, девочка? Как вам кажется, всем ли подходят короткие стрижки? Или там каре, например? Да? Может, если кто ответит сейчас, будет интересно. Миш, посмотри. Да? Всем ли подойдет короткая стрижка? Ну, или там каре, ну, вообще, в принципе, какая-то определенная длина. Вы привязываетесь к длине. Понимаете, что там вот этому человеку короткая не подойдет, вот этому подойдет. Нет ответов пока. Да? Ну, никто не хочет, как всегда, оказаться типа, ну, ладно, ты скажи, а мы, скажем да, да? Просто для каждого человека короткая длина своя. То есть, если человек большой, ну, условно так назовем, высокий, ну, крупный, да, то у него будет своя короткая стрижка, определенная длина. Если человек мелкий, у него будет другая длина. Правильный выбор длины он обеспечит. Всем подходит. Да, если выбрать правильную длину, направление, объем, да, выбрать правильную технику, она будет в градуировке короткой, или она будет в слоях, там будет где-то удлинение, будет челка. То есть вот эти все моменты, эти детали важны. А так, по сути, да, можно подобрать для каждого. Поэтому нет такого, что там мне каре не идет.
Просто у каждого своя длина, и она формируется по длине шеи, да, тут есть прям указатели на шее, где должна быть длина, там, да, по правилам третей можно разбить шею на 3 части и определить, это будет ее верхняя часть или нижняя часть, да, опять же, пропорция тела, то есть все прописано, есть каждая, скажем так, запятая расставленная в этом смысле, и мастер, который владеет этими знаниями, он, по сути, как это сказать, он уверен, да, в своей работе, он может создавать любую длину для любой структуры волос. И самое главное, он сможет ее презентовать своему клиенту, объяснить, почему он выбрал эту длину. Тогда мы можем сказать, что это мастер-дизайнер стрижки, а не просто там парикмахер, который, ну там, как будем стричься, Маша, что будем отрезать? Вот так, а тут покороче, а бровь открыть или закрыть? А вам там виски косые или прямые? То есть, ну, вы знаете эту историю. Не спрашиваем, изучаем информацию и делимся этой информацией потом со своими клиентами. Им должно быть интересно. Это должно быть, знаете, как увлекательная какая-то игра, когда вы работаете с клиентом. То есть он должен всегда понимать, что вы прям шарите. У вас прям круто все. Прям, ну, это удовольствие. Он отдыхает, он уверен в вашей компетенции, и за это он платит деньги. И платит немножечко больше, чем у других. Именно за это. Сегодня прям мысль такую прочитал, но все ее слышали, наверное, когда, скажем так, в огромном судне сломался двигатель. Ну и там никто не мог его починить. И пришел механик, такой со стажем большим, взял молоток, ударил там по каким-то местам, говорит, заводи. Раз, двигатель завелся. Он говорит, ну, с вас $20 000. Они такие, ты что, с ума сошел там? За что $20 000? Разве за это можно взять $20 000? Он говорит, ну, ладно, за удар молотка я возьму $5, а оставшуюся сумму вы заплатите за мой опыт, потому что я знал, с какой силой ударить и куда ударить. То есть это очень важно. Также и здесь, когда клиенты говорят, почему у вас так дорого? Ну, если вы просто там сделали крутой ремонт у себя в студии, покрасили все в золото, и типа, вот поэтому так дорого. Но если человек будет с утра проклинать вас, да, с феном и брашингом, и не знать, как это все сделать, ну, поверьте, навряд ли ему понравится то, что вы сделали дорогой ремонт. Я считаю, что лучше он придет в какой-нибудь минимализм, да, в интерьер, где будут бетонные стены и стоять просто по центру кресла. Ну, практически как у нас здесь сейчас. Но он будет понимать, что мастер, он перфектно работает. Для него самое главное не, как это сказать, не пустить пыль в глаза, а для него очень важно создать тот дизайн, от которого он сам будет кайфовать. То есть вот это очень-очень важный момент. Можете задавать вопросы по оттяжкам, углам, может кому-то непонятно, для чего я использую наклоны, да, еще раз повторю, может кто-то только присоединился, да, я обязательно еще раз могу прокомментировать, если что-то. Можете просто задавать вопросы, которые будут у вас в голове рождаться. Все ли работают в подобной технике? Или кто-то выкручивает пальцы, как я показывал до сих пор? Тоже можете написать, мне интересно. Значит, смотрите, пока вы будете там думать, я объясню, что я делаю дальше. У каждого человека есть костные ориентиры. Если приложить расческу вертикально к черепу, мы касаемся расческой оксипитал кости. И я зашел за оксипитал кость уже на 2-3 сантиметра чуть выше. И я вижу, что моя линия наклона пробора уже перемещается практически на височный сектор. Я сейчас объединю два сектора. Почему я сразу изначально это все отделил, да, вертикальным сечением? Для того, чтобы у меня здесь ничего не захватилось вот отсюда. Потому что если бы вы сразу не разделили, вы бы могли ошибочно взять волосы вот здесь вот на ушной раковине и срезать их вот в этой части. У вас произойдет смещение. И за счет этого смещения, да, удлинение это вы получите, но оно пойдет более резким. Оно будет неконтролируемым, если вы все стягиваете вот сюда к шее. У вас пойдет резкая вот такая вот криволинейная, скажем так, история, да, но сама линия, она будет кривой. Ну, иногда это нужно, но не в данной ситуации. Я хочу ее сделать более геометрически четкой, чтобы не было лишней динамики, чтобы укладывать эту стрижку было легче. Поэтому сейчас я могу вот это вертикальное сечение убрать, да, то есть я понимаю. И свой пробор
вынести уже на височную секцию. Кстати, обратите внимание, когда я разделение выполняю на проборы, я плоский пробор накладываю на круглую поверхность головы. Это очень важный момент. Если вы измените это направление и возьмете его, пустите вот так вот вниз, то опять же вам тяжело будет ориентироваться на наклон. Будьте здесь тоже очень аккуратны. Именно от пробора зависит ваша геометрия. Если вы выдерживаете на протяжении всей стрижки, вот мы можем проверить, вот наши скулы, они параллельны выбранному пробору. Соответственно, глядя на пробор, вы легко сможете его отобразить в срезе. Если пробор будет некорректным, да, вы измените наклон, соответственно, вы не сможете ориентироваться здесь. И, конечно же, со второй стороны вы не сможете сделать такую же линию наклона. То есть две скулы, они одинаковые, два наклона, они одинаковые. И я не стригу вначале право, потом лево. Я сразу же разделяю такой же пробор слева. Убедился вначале в проборах, а только после этого выполняю срез, что очень важно. Да, то же самое сделаю здесь. Скажите, интересно вам то, что сейчас происходит или нет? Это прям важно. Стрижем в технике линия. Использую наклоны вперед в 3/4 и на сторону, для того, чтобы повторить, скажем так, наклоны костной структуры. И, не повторить, а отобразить их, чтобы не было лишней динамики. Далее я буду использовать немножко технику слои, но изначально я построю линию, просушу волосы, и в сухом виде я создам небольшое движение в области макушки в технике слои. Причем техника будет квадратные слои, то есть треугольная геометрия в линии и квадратные слои. То есть я буду направлять в плоскость, как будто бы в коробочку, в квадратик, в диагональную плоскость. Если представить себе квадрат, вот так вот, да, я приложу, вот квадрат, со стороны, это есть плоскость наша, да, определенная. Но на форму мы смотрим всегда сверху, то есть мы этот квадрат еще представляем и сверху. То есть у нас вот будет вот сверху, если посмотреть на человека, будет тянуться волосы как будто бы в коробочку, вот сюда в макушку, по диагонали. То есть я возьму за основу эту же диагональ и от нее распределю волосы в плоскость квадратную. Ну вот, надеюсь, понятно. Не все это понимают. Все всегда раньше, и я раньше так думал, что если вот здесь круг, значит это круглая техника. Если здесь там квадрат, там как площадка, значит это квадратная. Да? Вот, не техника, а геометрия, значит квадрат. Если там, например, вот здесь угол, значит треугольник. Это силуэты. Да? То есть вот это направление силуэта, это направление силуэта со стороны. А на саму форму мы смотрим, ребята, сверху. То есть именно сверху мы можем определить, что за форма. Поэтому мы никогда не работаем вот так. Да, если вы работаете вот на уровне глаз, вы ни черта не видите, что происходит сверху и куда вы распределяете волосы. Ну, вот такая штука. Итак, я выделил два одинаковых пробора. Определите, опять же, смотрите, он-то по наклону выполнен, да, но я прокатываю расческу прямо по пробору. Если сюда ниточку какую-то вот повязать или там, например, проволочку, обернуть голову, то вы увидите абсолютно вот здесь вот без перелома. Те, кто проборы строят домиком, сразу знаете, что не будет результата крутого. То есть в нижней зоне это еще как бы да. Но когда вы переходите после оксипитала, ваши проборы как будто бы меняют свое направление. То есть вы можете даже вот так вот взять левую часть и правую и определить, вы увидите здесь прямой угол среза. Да, тут домика не должно быть. Еще раз говорю, кто ломает в этой части волосы, вы потом, я уверен, что полчаса просто либо триммером, либо кончиками ножниц, еще потом это все дорабатываете, пока вот не добьетесь своего результата. Поэтому не стоит ломать. Ну что, продолжаю работать. Наклон головы вперед. Использую уже широкие зубья. Почему? Потому что если мелкими зубьями буду сильно тянуть волосы, будет очень плотно прижаты волосы тутюжины. После среза у вас может произойти следующее. Волос высохнет, вот в этой части уже подушка из волос сформировалась, она подпрыгнет, и волосы верхние будут короче нижних, и у вас опять все вывернется. Поэтому меняем зубья и работаем в той же манере. Много болтаю, наверное, но прям хочется за это короткое время вам все раскрыть, рассказать.
Я пообещал Михаилу, что я буду сегодня максимально полезен. L'Oréal тоже, я думаю, меня поддержит в этом, потому что, ну, вы сами понимаете, что на сегодняшний день воды очень много пыли, да, которую пускают людям в глаза за большие деньги и как бы дают гарантии какие-то. А человек из-за того, что не хватает компетенции, не может оценить, что есть что. Интересно, ну круто. Смотрите, что я сейчас делаю. Я поднимаю подбородочек параллельно полу, но при этом наклоняю голову на сторону. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня, вот Миш, можешь сюда подойти, наверное, да, чтобы показать, чтобы у меня отобразилась эта же геометрия. Если наша гостья опустит подбородок вниз, и вы потянете волосы как бы вниз, отрежете, то когда она поднимет, у вас будет квадрат, а вам нужен треугольник. Поэтому обязательно контролируйте, чтобы подбородок вашего клиента был параллелен полу. Да? Можно взять вот таким вот образом, подхватить, ножницы снизу, расческа сверху, распределили, никакого натяжения. Можно слегка придавить в области уха и продолжить, то есть ваша расческа отображает ваш пробор. Раз. И продлеваем. Никаких вот этих вот прижатий к шее, там, вот этих доработок пока делать не нужно. Мы когда высушим, потом здесь поработаем. Почему? Потому что когда вы прижимаете, в этой части волосы придавятся в области сосцевидного отростка, а в этой нет. Вы здесь все подровняете ровненько, потом начнете сушить, ай-яй-яй, что это тут такая вот дырка получилась. Поэтому я всегда делаю, смотрите, вот как будто бы такое движение. Раз, обнимаю ухо, я как бы приподнял волосы, и затем опускаю их вниз. И смотрю, как они на расческе ложатся. Только после этого выполняю срез. Уловили этот момент? То есть это прям очень полезно для тех, кто... Видите, вот линия выглядит красиво. Если я ее прижму и срежу по шее в этой области, ребят, вы не получите результата никогда. Вот мы вышли на длину, которую я обещал. Вот это самое слабое место в области виска. Вот то, что создавало вот эту вот пушистость. И вы видите, как вес уже весь, ну не вес, а само направление переместилось к вискам. То есть тут мы уже получим с вами плотность. То же самое делаю сразу со второй стороны, чтобы у меня был баланс. Вначале 3/4, то есть работаю, ну условно вот у меня есть затылок, потом область сосцевидного отростка вот этого, да, в 3/4, с которой я работаю. Затем я меняю положение и работаю с виском. То есть надо запомнить 3 положения. Вперед, 3/4, подбородок параллельно полу, на сторону. Если вы будете эти алгоритмы выполнять правильно, я вам даю 100% гарантию, уже после этого мастер-класса у вас получится крутая работа. Маш, как гимнастика для шеи? Супер? Я всегда говорю своим гостям, но сегодня будет немножко непривычно. Да? Мастера и ученики, они говорят, ну, Сергей, ну как же, ну, клиент платит такие деньги, ну и все такое. Я скажу, что у меня в городе цена на стрижки одна из самых высоких, и не скажу, что самая высокая, да, но одна из. И абсолютно я не сталкиваюсь с проблемой, что для кого-то это дорого или там, ну, те, кто не понимают, может быть. Но я всегда говорю, ребят, донесите свою ценность, донесите, почему у вас больше немножко стоит, чем у других. И тогда человек будет, наоборот, думать, почему так дешево? Ну, как это так? Он же, блин, так, мне все сделал круто. Но оценят они это, когда помоют волосы. Вы можете все, что угодно говорить, там, показывать зеркало, смотрите, как я вас красиво подстригла, клиент ушел счастливым, но не пришел. Думаем, почему? Потому что, вероятнее всего, он помыл волосы, и все не так сказочно, как вы обещали. Поэтому он и не вернулся. Вот. Я думаю, что мало мастеров, которые стригут только для того, чтобы быть, скажем так, полезными, да. Не, мне деньги не нужны, оставь себе. Я так подстриг, мне делать нечего. Все равно, как бы, если так честно признаться, любая бьюти-сфера, да, любое искусство, любой человек, который связан, любой деятель искусства, как сейчас модно писать, который связан с этим как-то, он работает все-таки
для того, чтобы, ну, скажем так, у него была возможность дальше развиваться. А развиваться без денег невозможно. Одно обучение чего стоит, если там куда-нибудь даже вы решили поехать. Да, я просто специалист по обучениям. Я объездил много школ, отдал целое состояние за то, что сейчас вот с такой легкостью делаю, да, говорю. Как бы у меня это уже прям на мышечной памяти все записано. Я могу болтать, что-то делать, но все равно руки, мышцы, они все равно повторяют одни и те же движения. Да, иногда я ошибаюсь, но это связано чаще всего с плохим самочувствием, там, например, либо, ну, какая-то такая вот история, типа, выгорел, да, и тебе вот уже просто неинтересно что-то делать. Ты это делаешь, и потом понимаешь, что ты допустил ошибку. Но, когда ты это понимаешь, самое главное понять, что как ее изменить, то есть как исправить эту ошибку, я, ну, так скажу. Если вы понимаете, что ошибка действительно серьезная, и вы, ну, скажем, признаете это и не знаете, как исправить, вот это, ребят, конечно, уже проблема. Кстати, иногда еще, ну, многие там задают вопрос: Сергей, а если у человека остеохондроз, или, знаете, бывает, ну, у полных людей, ну, короткая шея за счет там подбородочков, и, ну, не наклоняется голова, как же стричь в этом случае, чтобы получить 0? Есть один способ, я покажу просто, чтобы было понимание. Точно так же вы можете использовать ножницы и расческу и работать, как будто вы видите, над расческой, да? У вас практически здесь естество попадается, ну, получается естество. Либо же, если вы работаете с пальцами, можно использовать вот такой срез, чуть-чуть только, вот немножко, да, вот, ну, также она наклонится по-любому. И вот так вот, смотрите, как будто бы вы над пальцами режете. То есть не внутри, не вот там, вам не надо присаживаться, а вы работаете над пальцами. Ну, это как альтернатива такая. Но лучше все-таки попытаться наклонить и прижать в 0. Миша улыбнулся так, что-то прям, да? Миш, что улыбаешься, расскажи нам. Типа, да? Там, и в конце говоришь: ты можешь меньше есть, чтобы в следующий раз у тебя, да, все наклонилось. Да. Да. Вот будешь меньше есть, будет стрижка классно лежать. Стимул, да, такой? Чуть-чуть. Вообще, на самом деле, скажу, если не болтать, а только стричь, то мы бы уже сушили. То есть, ну, это не так сложно и не так долго, как многим кажется. Хотя каре для многих это такая прям очень сложная история. Так, я расчесываю оставшиеся волосы, поскольку, ну, тут я уже не буду делить на проборы, поскольку тут уже у нас эти слабые места, видите, тут совсем чуть-чуть дотягивается. Я сейчас распределю от естества полностью так, как будет лежать волос. У меня есть такое выражение, очень его люблю. Сам его, наверное, где-то услышал, вот, или придумал, или приснилось, не знаю. Я расчесываю волосы так, как они будут счастливы, да, там, где они будут счастливы. То есть в то направление, где они будут лежать вот всегда у клиента, там, где им будет хорошо, да, то есть такая вот штука. Обязательно это выполняется с прямым положением головы. И сейчас я просто уже в прямом положении убираю по наклону все, что выпало за контур. Здесь, когда касаются волосы плеча или пеньюара, это не получится сделать, поэтому опять наклоняем волосы, но широкими зубьями, очень-очень-очень аккуратно. И выполняю, как я показывал, над расческой свой срез. То же самое здесь. Тоже кто-то звонит Маше, говорит: ты в эфире вообще, как круто, тебя там отстригли. Да, Маш? Ладно. Алло. Вы в эфире. Да ладно, ну что, это юмор. Ничего, все нормально, Маш, вообще не загоняйтесь на этот счет. Не понял, да, еще раз. В такой момент лучше дать паузу, да, чтобы не было. Все получилось?
Новый телефон. Отлично. Опять же, смотрю баланс. Вот можете убедиться, да, сейчас, Миш, покажи. Вот отсюда, да, чтобы было понимание. Я взял самые плотные участки, прижал локти к телу. И смотрите, просто я телом отклоняюсь, чик, и у меня одновременно выпали из пальцев волосы. Значит, баланс есть. Если этого не происходит, то, скорее всего, вы чего-то где-то накосячили с наклоном угла. И уже видно даже в мокром виде, как волосы прижимаются, да, мы сейчас их начнем сушить, и вы увидите этот момент. Ну и в сухом виде я создам еще дополнительно слои. Хотя, как видите, они, в принципе, ну, их можно и не делать. Но я это сделаю для того, чтобы все-таки, ну, вы увидите такое движение очень легкое. То есть внутренняя часть все равно будет прижиматься, а верхняя, поскольку, ну, я вижу, что, давайте так покажем, что вот здесь все равно волосы слабые, и если мы условно сохраним только плотность в этой части, то не будет поддержки для вот этих вот пушистиков. Поэтому, когда мы сверху добавим немножечко текстуры, объема, игры, движения, это будет поддержка для вот этих вот волос. Все, в принципе, могу сушить. У меня есть очень крутая термозащита, да? Не реклама, но просто показываю, да, продукт, чтобы вам было интересно, да, что же я беру, что я мажу, потому что многие потом пишут, а что ты там взял? А вот если у меня такого средства нет, у меня получится стрижка? Конечно, получится, это геометрия, это самое главное. Наношу на самые слабые места, потому что термозащита, она как раз-таки чуть-чуть, даже если она утяжелит, хотя она очень легкая, но даже если она утяжелит, в этих местах это будет только плюсом. Поэтому начинаю наносить самых тонких, да, волос. Хотя многие там говорят, надо распределить по затылочку, а потом уже на виски. В данном случае я хочу здесь максимальный вес. А потом уже распределяю полностью по всей голове. Называется «Вытираем руки», да? Но это всегда так выглядит, типа, ой, что-то я тут... Но, кстати, мне больше нравится, когда консистенция именно флюида. Потому что когда спреи, как правило, вы заливаете там корень или какими-нибудь пятнами наносите, или перерасход продукта идет. Поэтому даже когда у меня в руках спрей, я его наношу вначале на руки, а потом я должен четко понимать, где добавить, где убрать. Супер. Сушим. Пока я сушу, подумайте, может, что-то захочется спросить еще. Наклон головы вперед. Я сниму насадку, чтобы легче было распределять воздух по голове. То есть мне не нужна сейчас направленная сушка. Я сушу исключительно плоско, да, как бы я пока не хочу использовать ни брашинг, ничего подобного, да, мне нужно просто просушить волосы. Я должен понять, как они лягут у моей гости, а потом чуть-чуть протяну брашингом. Я не создаю объем, когда сушу волосы. Хотя мы привыкли клиентов всегда отпустить вот с такой головой. Ну и все такие, типа, о, как красиво.
А что потом с этим делать? Ну, все, вы ничего не доработаете. Вам надо, чтобы волосы легли и обняли полностью, ну, костную структуру. Поэтому я использую такое вот как бы обертывание, ну, как бы оборачиваю вокруг головы волосы. Я высушил волосы на 90%, да, но чуть-чуть влаги я в них еще оставил. Для чего? Потому что я сейчас буду дорабатывать, да, я хочу проверить, что у меня получилось, нет ли у меня никаких лишних моментов. То есть представили себе, что ваши гости, ваш клиент сделал это в домашних условиях, да, и вы просто формируете сейчас форму так, как это сделает она. Без лишних движений, без каких-то там брашингов, утюгов и прочее. Представьте, у нее, она проспала на работу, и ей надо бежать, а у нее голова там, да, ну, вчера было весело и был дождь, да, и она легла спать. Вот, ей сейчас нужно побежать. То есть, по сути, вы видите, что уже динамика, сама форма, да, без всяких доработок. Вот мы можем ее покрутить, подвигать. Линия, о которой я говорил, да, она четкая, она ровная, она, ну, скажем так, создает то, что нужно. Если я наклоняю голову вперед, мы видим, что здесь еще не просушенные волосы, да, в затылочной зоне, с которыми я еще поработаю. То есть сейчас я просто хочу увидеть геометрию, которую мы получили с вами, и сделать такую легкую коррекцию, пока волосы еще не вытянуты, да, так как они лягут у клиента. Ну, блин, я особо не вижу пока, что здесь сравнять, так бывает. Я вижу лишь какую-то, вот такую историю, кстати, вот сейчас покажу, Миш, вот можно показать. Если вы зачешете волосы вот как-то так вот за уши, а верхние толкнете вперед, многие, ну, я наступал на эти грабли, что это я здесь такое настриг?
А по факту, друзья, вот он секрет. Открываем. Это волосы, которые вы расчесали с виска. То есть они здесь должны лежать, правильно? То есть вы распределяете только те волосы, которые действительно вам нужно подстричь. И вот эти вот за уши никогда не забрасываем. Именно это тот момент, когда я говорил, первое, когда я начинал стрижку, я отделил вертикальное сечение. То есть я убрал все волосы, которые за ухом относятся к височной зоне, и оставил те волосы, которые относятся к затылочной. Теперь, внимание, у нас все идеально, все аккуратно. Да? То есть сейчас мы чуть-чуть их вытянем и посмотрим еще раз на этот результат. То есть тут все в порядке. Но стоит вам захватить волосы с виска, и куда-то они там спрячутся у вас снизу. Если вы их обрежете, знаете, вы обрезали висок. То есть все, там дыра. Будьте аккуратны очень. Но в целом я посмотрел, убедился, что все круто. Мне все нравится. Могу чуть-чуть вытянуть. Но прежде чем это сделать, я все-таки вот так вот открою нижнюю часть. Направлю ее там, где вихры. Видите, вот когда, о чем я говорил, что когда мы высушим, мы увидим направление. Вот вихры, они вот ведут вот сюда. То есть, когда волосы были мокрые, я их прижимал идеально к шее и стриг четкую линию. Сейчас мы видим, что линия, немножечко ее нужно скорректировать. Раз. Зафиксировали зажим. 3/4. Смотрите, вот если я прижму, вроде как все идеально. Но сейчас я не прижимаю, я просто расчесал так, как волосы лежат. Не нужно их вытягивать сейчас брашингом или утюгом. Просто вот как они счастливы, так вот нижнюю часть вы задаете. То есть создаете ту геометрию, которая ложится в естестве, а не которую вы заставили лечь прямо, а после этого корректируете. Это очень важный момент, если вы хотите, чтобы стрижка удалась. Здесь можно использовать триммер для того, чтобы шею почистить. Ну, а можно вот так вот кончиками ножниц все тоже чистенько убрать. Раз. Прохожусь полностью, смотрю, как они выкладываются. Вот волосы лежат так, как им хорошо. Видите вот эту вот волну? Это ее волна. И как только вы ее вытянете и начнете что-то дорабатывать, они у нее все равно в естестве лягут именно так. Поэтому я рекомендую без прижатия, сейчас без всяких дополнительных историй чистить. Так, чуть-чуть, вот так. Вот она, геометрия считывается. Вот, именно как будто бы внутри, под волосом. Смотрите, вот геометрия получается. Эта волна всегда у нее будет лежать так. Всегда. Вот прям это ее особенность. И именно с этой особенностью мы и работаем, друзья. И каждый раз отделяю новую прядь и смотрю, как она ложится. Только после этого возьму в руки брашинг, чтобы уже навести окончательно порядочек. Ну, все. Здесь уже корректировать больше не вижу смысла. Вот у нас закрылось, очень круто, без брашинга, просто сушка. Несмотря на то, что волос блонд и пористый. То есть ничего никуда не вывернулось, да, у нас все прижалось. Сейчас буквально 2 движения брашингом по концам, и все великолепно. Думаю, очень полезная будет для вас история вот насчет вот этой фишки, потому что реально, вот сколько я уже, 9 лет преподаю. И каждый раз на своих мастер-классах, когда открываю вот эти вот моменты, мастера говорят, а мы вначале утюжим утюгами, там все вытягиваем, потом корректируем. Да, после утюжка, понятное дело, может геометрия измениться. И многие скажут, что типа, а что тогда делать, если она вытянула утюгом? Ребят, давайте в процентном соотношении. Если человек утюгом пользуется каждый день, и у него вьющиеся волосы, то 100% ее надо адаптировать именно под утюг. Адаптация проходит именно под утюг, чтобы у нее всегда было так. Но вы же понимаете, что если это блонд и утюг, то следующая стрижка будет коротенькая, да, или там что-то типа такой пикси-боб, да, как все говорят, бикси, да, пикси-боб, бикси. Слышали такое название, кстати? Смешное, да, бикси. Кто знает такую стрижку?
Вообще у меня нет названия, например, для стрижки. У меня есть направление, да, то есть направление я всегда выбираю то, которое, которое беру за основу. Если это основа каре, значит стрижка выполняется на основе каре. Если это основа пикси, на основе стрижки пикси. Но длину, направление, какие-то нюансы я выбираю сам. Когда мне говорят, а вы меня научите стричь пикси? Я всегда говорю, нет такой стрижки, есть стиль, есть направление пикси. А стрижки, они разные, вы адаптируете под нос, уши, скулы, подбородок и прочее. Вы все равно любую стрижку адаптируете под клиента. Создаю легкое направление, причем не накручиваю, просто стараюсь вытянуть. Буквально чуть-чуть, даже не от самых корней. От корней недостаточно объема, достаточно плотности. Без объема. Мне кажется, каре более стильно выглядит, когда объема нет. Такого, знаете, объема лишнего, я имею в виду. То есть само движение, оно даст объемчик, необходимый для нас. Не накручивайте каре на брашинг, вы его потом не сможете увидеть и доработать. Просто по направлению от лица к затылку слегка разглаживайте. Видите, я как бы сушу, касаюсь по поверхности и как будто бы вот слегка направляю к затылку. Оно тогда само обнимет к лицу. Не нужно здесь на лицо чего-то накручивать. Вот, буквально взяли и выровняли. И плавно отпустили, чтобы не было здесь этой лишней динамики. Тогда оно будет клево прижиматься.
Ну что, самое важное сделано. Теперь осталось добавить чуть-чуть, буквально текстуры. Но я считаю, что для блонда это достаточно такая элегантная стрижка. Она всегда дает такой вот порядочек. Маш, вы уже видите себя, да, немножко? Счастье есть? Конечно. Да? То есть, как я обещал, мы переместили основную массу на виски. Да? Мы не создали ее очень короткой. Видите, геометрия у нас не получилась выпуклой. Да? Не вот так, не вот так. Да? Это вогнутое, это выпуклое. Бывает и так иногда, когда зарезается угол. Да? То есть мы выполнили полностью всю геометрию под ключ. Да? Сейчас я хочу чуть-чуть, как я обещал, в поддержку вот такой шторки, которая сама по себе получилась. Я ее тоже немножко сейчас поправлю. Посмотрю, чтобы лишние тоненькие ушли. И добавлю чуть-чуть вот здесь движения. Немножко, потому что здесь есть обломанные волосы, их надо тоже поддержать чуть-чуть, чтобы уже было понятно, что это срез, они просто сами по себе поломались. Итак, что я делаю? Как я говорил, я наклоню голову вперед, возьму центральный пробор, то есть, по сути, я буду работать вот с этой зоной. Вот она. Виски я в слои тянуть не буду, потому что они здесь могут... если вы сделаете слои на височной секции, то здесь может такая дырка получиться, и останется 2 волосинки. И все испортите. Поэтому я выделяю условно вот такую, как я говорю, еврейскую шапочку, да, такую вот небольшую зону, вот таким вот полукругом. Форма, спелого большого грейпфрута такого, да, вкусного. Отделяю центр, центральный пробор. Раз. Вот он мой пробор. Направляю, как я обещал, в плоскость. И вот этот угол я уберу. Уберу, причем его зубчатым срезом. Вот эта длина, где заканчивается моя секция. И убираю просто в плоскость. Таким вот зубчатым срезом. Раз. Затем беру соседнюю прядь. Отправляю ее назад к предыдущей, то есть в квадрат. Я сменил полотно ножниц, я взял маленькое полотно, да, у меня до этого была 6. Там было удобнее с 6 работать. Сейчас 4. Полотно 4, размер маленький. Назад к предыдущей. Так удобнее и меньше шансов порезать пальцы. Когда работаете с большим полотном, это такая вся история. Мне больше нравится слои строить более коротким полотном. Беру следующую, назад к предыдущей. Стою параллельно выбранному пробору и выполняю. Вот последняя прядь. Видите, уже практически не дотягивается. Это говорит о чем? Что все у нас получилось. Сейчас беру соседнюю зону, соседнюю прядь. Вот секция у меня видна. Я не использую зажим, я ее чувствую. Я ее отделил и все, стараюсь ее не трогать, не чесать. Вот я прям вижу, как я ее положил. И все, потому что зажим он может сломать. Вы опять будете потом с брашингом пересушивать волосы, лишнее движение создавать. Я бы не рекомендовал этого делать. Назад к предыдущей. Остаюсь на той же позиции. Всегда выравниваю тело, свои плечи параллельно срезу. Это очень важно. Это мне позволяет контролировать все, что происходит. Раз. Ну и вот последний пробор. Направляю назад к предыдущей. Перемещаю пальцы. Я работаю до 2 фаланги в основном. Простриг, переместил, простриг. Сейчас делаю перекрестно. Все. Проверяю. И вот, как я обещал, у меня здесь получилась плоскость. Вот она, да, и проверяю. Мой квадратик. Ну а теперь волшебство, как вам? Круто, правда? Видите, как концы сразу заиграли? Я отворачиваюсь от камеры, я смотрю в зеркало, у меня там просто зеркало. Вот. Я думаю, что вы это видите, как она круто стала играть. Какое у меня получилось движение. Посмотрите, вот здесь. Пошла поддержка, правда? Для вот этих волос. То есть она стала такой богатой, многослойной. Хотя я срезал, что тут я срезал? То есть, по сути, каре высушили, выделили зону спелого грейпфрута, да, вкусного. И вот она уже не выглядит обломанной. Видно, что это дизайн, продуманный вами. Будем завершать челкой.
Я буквально отделю до лобной впадины, перемещу волосы в противоположную сторону, установлю пальцы не параллельно и уберу тонкие концы, чтобы челка не выглядела обломанной, а чтобы у нее появилась вот такая, обратите внимание, шторка. Очень красивая. Буквально одним срезом. Раз, и у вас шикарная челка. То есть вот эти вот, знаете, вот 100-500 движений, и потом все равно все торчит непонятно как. Вы сделали один срез, но просто правильно распределив. И она теряется. Если я ее расчешу, она вообще потеряется в нашей длине. То есть она раз, небольшое движение, и челка, шторка великолепная. С противоположной стороны сделаю то же самое. Распределяю в противоположную сторону, устанавливаю пальцы. Видите, вот она какая сейчас. Я делаю просто вот такое вот одно движение. Раз. И перебрасываю ее на место. И со второй стороны вы также видите великолепное направление, плотное, красивое, такое как крылышко, да, у птички. Очень красиво. Это можно немножечко лаком зафиксировать, чтобы она выделялась. И вы получаете стрижку на миллион. Очень просто и очень легко. Буквально, если вы знаете геометрию, как она работает, да, лучше стало, правда? То есть сразу же есть ощущение очень ухоженных, богатых волос, красивых. Вот как-то так. Ну что скажете? По-моему, у нас все получилось. Очень круто. И у нас нет уже ощущения, что волосы красили долго и что-то их там мучили, да? Очень все здорово. Все сделала наша геометрия. Ну что, Михаил, будем завершать эфир? Или что-то напоследок мы скажем нашим гостям? Я от себя пожелаю, друзья, вам всем быть профессионалами, делать четкие движения, которые понятны вам. Это не так сложно, это как букварь. Вы их просто изучили, однажды, ну там, один раз решили, там, вложили, отработали, ну, вложили, я имею в виду деньги, да, в знания, отработали, записали все из головы на мышечную память, и все, и вы уверенные мастера, у которых всегда все круто будет получаться. Причем модель я увидел сегодня в первый раз, да, когда пришел, и она уже была, я открою секрет, да, Михаил ее затонировал, вот, придал ей классный оттенок, она была в полотенце. Я увидел только на фотографии. То есть я не трогал, не щупал. Ну, когда ты видишь волос, когда ты видишь, как он лежит, он всегда будет как-то отзывчив вам, если вы понимаете, с какой структурой вы будете работать. Поэтому, друзья, мира вам, добра, до новых встреч. Пока. Все, делаем фотосессию.